Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный творожный десерт. Называется он венгерская ватрушка и подходит для праздника Шавуот. Нам понадобится в чашу блендера насыпать 200 грамм муки, 70 грамм сахара, 10 грамм разрыхлителя, щепотку соли и 100 грамм охлажденного сливочного масла, нарезанного на кубики. Все нам нужно превратить в крошку. Если у вас нет блендера, то масло можно натереть в сухую смесь и руками все перетереть в крошку. Посмотрите, какая крошка у нас получается. Если ее сжать в кулак, получается комок, и также легко он обратно распадается на крошку. Для теста нам понадобится 500 грамм творога, 70 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 2 яйца. Все размешиваем до однородности. Если у вас творог комочками, можно его протереть через сито или погружным блендером. Визуально делим на 3 части нашу крошку. 1/3 крошки высыпаем на дно формы. Форма у меня 22 сантиметра диаметром, и дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Плоским дном стакана утрамбовываю крошку. На крошку выкладываю половину творожной начинки. Нам нужно ровным слоем распределить творожную начинку. Чем ровнее мы будем это делать, тем красивее будет разрез нашего пирога. На творожную начинку выкладываем вторую часть крошки. Тоже все разравниваем ровным слоем. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. На второй слой крошки мы выкладываем оставшуюся половину творожной начинки. Все разравниваем и на творожную начинку высыпаем последний слой крошки. Нам нужно это сделать очень ровно, это верх пирога, он должен быть красивым. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов режим вверх-вниз. Выпекаться пирог будет в духовке 50 минут. Пока выпекается пирог, мы сделаем заливку. 200 грамм сгущенки, добавляем к ней 2 столовые ложки сметаны и все как следует размешиваем. Еще нам понадобится для украшения шоколад. Я его выкладываю в кондитерский пакет. 30 грамм шоколада, 5 грамм сливочного масла, и топить я его буду в стакане с горячей водой. Наш пирог готов, прошло 50 минут, и прямо горячий пирог мы будем заливать нашей заливкой. Нужно это сделать ровно. И сверху на заливку мы будем выливать наш растопленный шоколад. Я отрезала кончик у кулинарного пакета. Если у вас нет кулинарного пакета, можно воспользоваться просто целлофановым пакетом. И делаем вот такие вот узоры из шоколада на верхе нашего пирога. Зубочисткой я делаю разводы, завитки. Сверху посыпаю лепестками миндаля. Пирогу надо дать полностью остыть. Лучше, если он пару часов постоит в холодильнике. Только после этого убираем форму, убираем пекарскую бумагу. И сейчас мы будем разрезать наш пирог и пробовать. Посмотрите, какой он у нас получился красивый. Очень похож на торт. Режется он прекрасно. Он мягкий, но хорошо держит форму. Посмотрите, какой красивый разрез. Видны слои теста, слои творожной начинки. Он прекрасно держит форму, он стабильный. Пробуем. Друзья мои, это очень вкусно. Это прекрасный творожный десерт венгерская ватрушка.